Как подключить люстру? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Вешаем и подключаем люстру. Пошаговое руководство. Когда-нибудь каждый домашний мастер задает себе вопрос: а как же подключить люстру? Посмотрите это видео, и вам станет все понятно. Какие бывают люстры? Люстра всегда подбирается индивидуально под каждый интерьер помещения и каждого человека в отдельности. По величине люстры можно разделить на плоские, маленькие с жестким каркасом, маленькие на цепочке или веревке, абажуры, средние люстры со статичными и поворотными светильниками, большие люстры со статичными или подвижными плафонами. Конечно, это лишь общая классификация. На самом деле люстр очень много. Каждая из них индивидуально, создает определенное настроение и подчеркивает только определенный стиль интерьера. Выбор люстры полностью ложится на плечи домашнего мастера и его домочадцев. Лучше выбирать люстру вместе, чтобы она точно понравилась всем. Советую сразу посмотреть, как крепится люстра к потолку, на крюк или на монтажную планку. Помните, что тяжелые и большие люстры потребуют устройства дополнительной сложной системы крепления. Установка люстры на крюк. Монтаж люстры на крюк довольно прост, если у вас есть крюк для люстры, конечно. Обычно он свисает с потолка. Его нужно предварительно вывести из пустотелой бетонной плиты. Очень часто он прикреплен к одному из армирующих элементов. Установка люстры своими руками производится с использованием обычных инструментов для работы с электрикой при отключенных автоматах. Вы также можете вкрутить крюк самостоятельно. Они продаются в специализированных магазинах. Для этого потребуется просверлить пустотелую бетонную плиту и установить анкерное крепление. К сожалению, установка крюка в обычные дюбеля возможна только для легких люстр до 2–2,5 кг. Отмечу также, что на крюк чаще всего крепятся люстры на цепи или на веревке, у которых декоративная чашка крепления довольно узкая. Широкие люстры с большой декоративной накладкой крепятся на планку. Стоит сказать, что установка на крюк невозможна, если вы хотите установить люстру с пультом управления. Установка люстры на планку. Монтаж люстры своими руками на планку не представляет сложностей. В первую очередь нужно просверлить отверстия в потолке, заранее отмеченные по приложенной к потолку планке. В отверстия закрепляются дюбеля, и планка вешается на них. Монтажная планка крепится к потолку 3–4 дюбелями для надежной фиксации. Люстра навешивается на планку через специальные монтажные отверстия. Выступающие части болтов обычно закручиваются специальными декоративными гайками с накладками. Крепление люстры на планку во многом обусловлено самим производителем. Советую внимательно изучить инструкцию перед монтажом. Обычно там все очень подробно расписано. Для подключения больших люстр в зависимости от вида люстры, ее веса и конструкции предусмотрена установка специальной монтажной поверхности, к которой люстра присоединяется через специальные крепления. При этом люстра с драйвером обычно подразумевает место для его крепления. Для этого может потребоваться рассверлить отверстие для установки люстры. Отверстие может быть в 1,5–2 раза больше, чем для установки обычной люстры. Монтаж площадки производится с помощью крепления дюбелями, анкерами или пружинными зажимами в пустотелой потолочной плите. Обязательно изучите схему люстры перед установкой. Каждая люстра крепится со своими особенностями. Особенно часто нестандартные крепления встречаются в люстрах из Европы и Тайваня. С установкой китайских люстр, как правило, не возникает проблем. С этим разобрались. Теперь я расскажу, как правильно подключить люстру своими руками. В любой люстре от одной лампы идут 3 тонких провода – 0, фаза и земля. Пока вы не подключили люстру, эти провода нейтральны. Они все одинаковые, и расключение производится в заданной вами последовательности. При использовании общепринятой классификации 0 – синий провод, коричневый – фаза, желто-зеленый – земля. Придерживаясь этой же классификации, вы не запутаетесь в дальнейшем. Отвечая на вопрос о том, как подключить люстру, посоветую определить одну и ту же маркировку для всех проводов в люстре. Например, все черные – фазы, все белые – нули, белые с желтым – земли. Это в случае нестандартной маркировки проводов. В некоторых люстрах провода уже разведены на предполагаемые линии. Например, есть красно-белые и коричнево-белые провода.
По сути, это ничего не значит, но объединяя эти провода, вы можете без труда составить две линии и подключить люстру на двухклавишный выключатель. Подключение проводов к потолочному выводу. В многочисленных видео «Как подключить люстру» говорится о том, что в комплекте с люстрой идет специальная колодка. Если ее нет, можете приобрести в любом магазине электротоваров. Просто спросите колодку для подключения люстры на один или два выключателя. Вам продадут то, что нужно. Колодка устроена очень просто, в ней есть входные зажимы и выходные. Перед тем, как производить подключение проводов, выключаем автомат в щитке. Далее просто подключаем одну, две или три фазы к соответствующим клеммам. Подключаем 0 и землю на другие клеммы. Клеммы для земли обычно имеют прямой контакт, чтобы земля соединялась наиболее качественно. Обратите на это внимание при монтаже. Теперь подключаем фазу от каждой группы светильников к соответствующим выводам линии на колодках. Нулевые провода скручиваем в один и надеваем контактный наконечник, который вставляем в нашу колодку. То же делаем с землей. Вот я и ответил на вопрос о том, как соединить провода в люстре. Разводка контроллера люстры. Установка контроллера в последнее время стала очень популярной, особенно для светодиодных люстр и бра. Контроллер позволяет управлять не только яркостью освещения, но и менять цвет свечения. Светодиодные люстры можно совмещать с собственным музыкальным центром. Подключение контроллера производится через три провода к линии, фаза 0 и земля, такие же, как и у обычной люстры. Разводка контролирующих линий производится с помощью схемы конкретного контроллера. В этом случае провода 0 и земля от ламп никуда не подсоединяются, а просто соединяются вместе и обжимаются изолированным концевиком. С управляющими проводами контроллера соединяются только фазные провода. Монтаж люстры практически закончен. Осталось лишь подключить ее к выключателю в распределительной коробке и включить автомат, чтобы проверить работоспособность. При первом включении лучше ограничить присутствие в комнате людей. Не стойте сами рядом с люстрой, чтобы избежать травм. Если все работает нормально, люстру можно прикручивать к планке или вешать на крюк, устанавливать декоративные накладки. Ну вот, теперь вы знаете, как самостоятельно повесить люстру и подключить ее к электрической сети. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что работа с электричеством весьма опасна. Соблюдайте все правила работы, а также техники безопасности. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.